Это крупинки соли. El chandelier representa la planta de cactus. Afraid. Мы приехали. Вот такой подарочек я сделала любимому. Параглайдинг, это круто! Обожаю. О боже, он летит со второго раза! Не смогла заставить себя прыгнуть, потому что... Ребят, привет! Вот я наконец-таки приехала в Паракас. Это небольшой городок в 3 часах езды от Лимы. Сюда обычно едут либо в составе экскурсии на пару дней, обычно совмещают пустыню. Вот, пожалуйста, пустыня. Едут в национальный парк Паракас посмотреть на пустыню, которая окружена озерами. И, конечно же, сюда едут, чтобы съездить, посмотреть на морских животных, на острова Балестас. Там морские котики, и на эту поездку мы, конечно же, тоже поедем. В общем, городок маленький, супер туристический. Посмотрим, что ждет. Не знаю, рассчитывать ли стоит на хорошие рестораны, поскольку реально супер туристическое место. Но предполагается, что здесь будет классный животный мир. И вот прям национальный парк – это то место, куда я очень хочу съездить. Туда можно ехать либо на велике, либо на скутере. И вот так вот ехать по пустыне должно быть очень красиво. Ну что, нужно уже будет собираться. Все, новая destination. А вообще Паракас статус заповедника получил еще в 1975 году, и с тех пор и птицы, и морские животные находятся здесь под охраной и наблюдением. И вообще само слово Паракас, оно переводится с языка кечуа как «песчаный дождь». И местность названа так, как видите, не зря, потому что на полуострове почти весь год солнечно и ветрено. И практически вся его поверхность покрыта песком, потому что является продолжением самой сухой пустыни мира – Атакамы, что на севере Чили. И порывы ветра 25-65 км в час, они часто поднимают в воздух тонны песка, образуя настоящие песчаные бури. И на месте этого национального заповедника когда-то был океан, поэтому глубинные слои его почвы очень просолены. Где-то тут была соль. Это крупинки соли. Ну да, очень соленая. А сверху все это покрыто слоем песка терракотового цвета. Такой состав почвы вкупе с отсутствием дождей, побережье Паракаса и далее Наски считается одним из самых засушливых мест Перу и вообще во всей Южной Америке, не способствует росту каких-либо растений, поэтому флора здесь, как видите, практически отсутствует. Но помимо побережья в заповедник включены и прибрежные воды, и находящиеся там скалистые острова. А вот на этих самых островах уже есть и флора, и фауна. И, в общем, национальный парк можно, конечно, поехать с экскурсией, но я этого точно не рекомендую. Вы остановитесь буквально на 30-40 минут в разных красивых местах, откуда посмотрите на океан и на саму пустыню, а потом на 1,5 часа вас запрут в каком-нибудь туристическом ресторане и будут демонстрировать приготовление писко-сауры. Можно, конечно, ездить на тачке, но гораздо лучше взять такой скутер и на нем погонять по пустыне. Но это просто безумный макс. Почти никого нет, очень мало людей. Мы арендовали в Паракасе на полдня скутер за буквально $20 и погонять себе спокойно по пустыне. Можно, кстати, в пустыню поехать на велосипеде. В интернете я еще, когда готовилась к поездке, очень много маршрутов видела для велосипедистов. И когда уже была в самом национальном парке, их достаточно много. Ну, с моей точки зрения, на скутере все-таки лучше, так как очень сильный ветер в пустыне, и мне кажется, ехать на велосипеде достаточно сложно, знаете, не то чтобы получить сильно много удовольствия. И тем более вот в таком межсезонье, как сентябрь, начало октября, солнце выглядывает только днем. Если поедете с утра, будете вообще плутать в тумане, будет очень сильный ветер, поэтому лучше ехать уже хотя бы днем, когда есть солнце.
Невероятно, но факт. В этом туристическом, ничего не обещающем в плане гастрономии городе я отыскала настоящую жемчужину, прекрасный гастрономический ресторан Fresco Open Kitchen, где я вообще попробовала самый лучший pisco sour, мне кажется, за все время пребывания в Перу, может быть, вообще в жизни. Pisco. Con el huevo. It's très beautiful. Looks lovely. Amazing. Cheers. Thank you so much. Looks... Вообще сам ресторан выглядит максимально скромно, и да, мы вообще сидели в куртках, если что, потому что в Паракасе есть какая-то нелюбовь к закрыванию дверей в ресторанах, несмотря на то, что на улице холодно. Ну и тем более удивительно было встретить еду такого высокого качества и такое оригинальное меню. И понятно, что кроме напитков нам понравился весь ужин, тушеные кальмары, запеченная рыба, очень интересная кукуруза запеченная. И мы очень вдохновились, пришли на следующий день на бранч, заказали себе прекрасную свежевыловленную рыбу, много разных закусок. Que es cabrilla, cabrilla, por nombre cabrilla. La salsa cevichada de ají amarillo. Esta es una chalaquita que es cebolla con limo y perejil. Ну и, как я уже ранее упоминала, собственно, в Паракас едут все-таки за двумя вещами. В первую очередь, наверное, едут даже не за национальным парком, а за островами Балестас, как-то они более известны. Вот мы тоже собрались на экскурсию на лодочке, проснулись на второй день ранненько с утра, там, по-моему, в 8:30 или в 9 утра каждый день отчаливает лодка, можно посещать этот тур только организованно. В общем, сели мы в большую лодку вместе с другими туристами, многие, кстати, из которых приехали на выходные отдохнуть в Паракас из Лимы, потому что, всего действительно 3 часа, и отправились мы прямиком в Тихий океан. Первое интересное место, что мы видим на пути, это тот самый знаменитый Анский канделябр, Паракас канделябра, который нарисован на занесенной песком скале и смотрит в океан. И видно его, соответственно, только с водного пространства и предназначен для мореплавателей. Вообще, само изображение очень интересное, потому что оно направлено к небу, оно указывает вглубь горной страны. И непонятно, да, кто и зачем на долгие века впечатал этот знак в тело этого склона, каким образом это сделано. Вообще много вопросов, над ответами тоже ученые, что бьются столетия, потому что сегодня известно, что этот трезубец, так называемый, выполнен не вручную, нет следов рядом.
Затем показали, собственно, уже сами острова Балестас. Они чем знамениты? Понятно, своими арками, за что и получили название. Ну и самое главное, зачем все туда едут, это за морскими обитателями. И также тем, что здесь до сих пор по старой технологии собирают гуано. Это органика, которую оставляют птицы и которая используется в производстве косметики, а также является вообще лучшим удобрением, ценится очень высоко. Но самое главное, да, что в заповеднике очень богатая экосистема, и тут есть морские котики, дельфины, пингвины. Хотя, кстати, котики – это единственные морские млекопитающие, которые живут и у побережья пустынь. Ну и вообще всем этим разнообразным природным миром, который так легко описан в путеводителе, можно отлично насладиться, если вы путешествуете в хорошую погоду. А если вы поедете, как я, в середине или конце сентября, то, скорее всего, утро будет туманным. И хорошо, если вы увидите котиков, они большие, их сложно не заметить. И, наверное, они главный приз этой поездки. Ну, например, пингвины, они очень маленькие, они 25 сантиметров холки. И в тумане разглядеть их вообще сложно. Мне на обратном пути было очень холодно ехать обратно. Я трижды прокляла этот Тихий океан, потому что дул такой сильный ветер, было так холодно, что я закуталась во все шарфы, во все перчатки, что с собой взяла. В общем, вот такие насыщенные 2 дня мы провели в Паракасе. Место для любителей природы, но место и достаточно суровое. Так, ну что, мы приехали. Вот такой подарочек я сделала любимому. Мы приехали заниматься параглайдингом в пустыню. И ехали мы, конечно, по таким фавелам. Вот мы приехали к океану, чтобы заниматься параглайдингом. Сегодня первое занятие. Мы ехали по достаточно сомнительному дистрикту, по региончику такому опасненькому. Но зато я чувствую, что я просто нашла самых аутентичных ребят, потому что мы всего в получасе езды от Барранка, который туристически популярный район Лимы. И вот мы уже на таком океане, где вообще нету никого, и с очень дерзкими местными ребятами. Только ребята гоняют на квадроциклах. Фавелы. Я не верю, мне кажется, впервые их называют как-то по-другому, не фавелы. И вот на этой стильной тачке мы приехали. Очень опасные пацаны. Круто, круто, круто. Параглайдинг — это круто. Обожаю. Класс, даже вышло солнышко для нас. В Лиме это, конечно, редкость. Техника безопасности зашкаливает, конечно. Тут реально рассказывают на пальцах. Я просто в шоке, что его отпустят так сразу прыгать. Хороший у меня бойфренд. Будет жалко, если с ним что-то случится. Мы только приехали. Да, вот нужно, короче, так над тобой. Парус. Боже, боже, боже. Groovy gears, little band, little green band. Excellent. Pull it more. Very good. Hold them and put your body to the left. Body left. Excellent, excellent. Very good, very good. Release them. Release the big gears.
Блин, Адриан только что сам полетел со второго раза. Я так довольна, так счастлива. Боже, он так умница. Я прямо сама захотела. Возможно, завтра я этим займусь. Возможно, тоже полетаю. Так, ну что, его заново подвязывают. Так. Бежит, 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 боже. О, ура! О боже, он летит со второго раза. О боже. О боже мой. Невероятно. Невероятно, боже. Выбралась на свой первый класс по параглайдингу. В общем, это побережье Тихого океана, 30 минут из центра Лимы. Вокруг нас только мужчины, потому что среди женщин дураков нет заниматься экстремальными видами спорта, кроме меня. Уже прямо с первого урока будет свободный прыжок, свободное падение без инструктора. Я только один раз параглайдила в жизни, и вот решила, что в Лиме самое время это сделать еще раз. Полетать над океаном. Так, ну что, я вроде уже оделась и подготовилась, но не смогла заставить себя прыгнуть, потому что как все остальные виды экстремального спорта, мне страшно, я уже знаю для себя, что мне очень важно начинать очень-очень постепенно. Все это скучно, я начинаю переживать, что инструктора нервничают, что я трусиха. Но вроде нормальные инструктора, не понимающие, они мне говорят, типа, Дана, не переживай, мы просто откажемся, не прыгай сегодня. Уровень ветра выше, чем не то, что ветер для начинающих, а в принципе для людей, которые занимаются, и на уровне отменять урок или нет, настолько сильный ветер. И преподаватель говорит, что мне кажется, что ты немного в панике. И на данный момент, если сейчас так как сильный ветер, если поддаться панике и в воздухе не понимать инструкции, вот у меня рация висит, то ветер он ту пустыню может очень сильно отнести. И, в общем, инструктор говорит, это небезопасно, если ты чувствуешь, что ты не уверена. Я, конечно, не чувствую, что я уверена. И в кайтсерфе я тоже начинала долго. И я переживала, что я там самый тормоз в группе, когда вокруг все такие бодрые мужики, которые сразу взяли, поехали на кайте. Мне просто, как самому лоху, всегда нужна самая большая доска, самая широкая, чуть ли не гладильная. Вот в воздухе то же самое, бойфренд сразу же с первого класса взял и полетел. Вот, а я, себя начинаю еще шпынить за то, что я слабая женщина, все вот это, просто показываю все стереотипы, что на самом деле не могу. Но, с другой стороны, ладно, безопасность превыше всего. Правда, успокаиваем себя тем, что очень сильный ветер, и поэтому я попросила хотя бы тандемный прыжок, прыгнув первый раз с инструктором, просто для того, чтобы привыкнуть к состоянию воздуха, потому что мне очень страшно разбежаться и побежать. Вот сейчас побежит Адриан, покажу.
И, ну, правда сложно, когда за тобой вот этот огромный парашют надувается. Чувствовать, как он, знаете, все поднимается, поднимается, и ты просто в шоке. Блин, вот там парень вообще офигенно летает над фавелами. Ничего себе. У них уже 5-й урок. Вот они, короче, в рации тебе говорят инструкции, но, знаете, это нужно находиться, быть твердым уме и памяти, чтобы понимать вообще инструкции, когда ты в воздухе, а не всего происходящего. Ну что, мне говорят, что ветер достаточно слишком сильный для того, даже для того, чтобы делать тандемный прыжок. Ну, в общем, такой бесславный урок. Не знаю, чему нас научит это видео. Кроме того, что окей, все со временем. Все со временем. Не получилось один раз, ну, значит, нужно взять больше уроков, чем другим. И главное не сдаваться. Вот, надо ходить, пока не сможешь. В этот раз походила, попробовала, сколько, ну, вот я 5 минут постояла во всей этой снаряге, уже разделась. Попробовала пробежаться, хоть чуть-чуть почувствовать силу ветра, то есть уже какие-то эмоции получила. Поучилась складывать не парашют, а параглайд. В первый раз, на первый урок я только посмотрела, второй раз вот сегодня сделала это. Ну, в третий раз, возможно, завтра прыгну с инструктором. Еще через 2-3 урока получится прыгнуть самой. Хорошо, главное, не требовать от себя слишком много. И делать то, что можешь. Все, уезжаем с океана. Все уже отлично полетали, все кроме меня. Ну ничего, возвращаемся в Лиму.